Привет, Арми. Сегодня весь фандом был взволнован одной простой новостью. Но достаточной, чтобы тысячи сердец трепетали в унисон. Чингук вернулся в Корею. А вскоре после этой новости появилась еще одна, Тэхён тоже возвращается домой. Лента фандома мгновенно заполнилась одним и тем же вопросом. Встретятся ли они на этот раз? Как только новость об этих двоих начала распространяться, фандом, казалось, превратился в неудержимый океан волн. В социальных сетях начали появляться новые хэштеги. Решетка Таэка Акбатскин Корея, решетка Каокеан Таэхоми, а некоторые фанаты даже написали: они наконец-то вернулись в одно и то же место, в одно и то же время. Готов ли мир? И с тех пор мир Арми бьется в своем собственном уникальном ритме. Смешение любопытства, тоски и легкого страха перед завышенными ожиданиями. Потому что, как показывает история фандома, каждый раз, когда Чингук и Тэхён оказываются в одной стране, всегда происходит что-то важное. Несколько фан-аккаунтов начали отслеживать расписание рейсов, сопоставляя время их прибытия, даже вычисляя разницу во времени между одним и другим рейсом. Некоторые предположили, что Чингук приземлился первым, примерно за 12 часов до прибытия Тэхёна. И это заставило многих задуматься. Было ли это намеренным, чтобы они могли встретиться лично, без внимания прессы? Суждения пошли в гору. Некоторые говорили, что они, возможно, посетят внутреннее мероприятие в HYBE. А другие предполагали, что они проведут время со старыми друзьями из BTS, прежде чем вернуться к своим графикам. Однако самой обсуждаемой теорией была возможность появления этих двоих в музыкальном проекте или документальном фильме. Небольшое воссоединение, которое, возможно, не будет анонсировано широко, но станет приятным сюрпризом для Арми в конце года. Не знаю почему, но каждый раз, когда они возвращаются домой в одно и то же время, после этого обязательно происходит что-то важное. Может быть, это знак того, что они снова будут вместе, пусть даже ненадолго. Что бы ни происходило, я чувствую это. Это не совпадение. Подобные комментарии продолжали заполонять ленту новостей, показывая, что фандом не просто ждал новостей. Они чувствовали что-то, что невозможно выразить словами. Интересно. Хотя корейские СМИ сообщили о прибытии Чингука и возвращении Тэхёна по отдельности, многие заметили, что эти две новости вышли с разницей всего в несколько часов. Для СМИ это, возможно, ничего не значило. Но для армии такой небольшой временный разрыв мог стать источником домыслов на несколько дней. Была даже длинная ветка обсуждения, в которой обсуждалась возможность того, что обе управляющие компании намеренно скрывают подробности о точном времени, чтобы сохранить конфиденциальность и, возможно, защитить момент встречи, который они не хотели бы придавать огласке. Несколько неофициальных источников в фан-сообществе также утверждали, что один из личных автомобилей HYBE был замечен в аэропорту примерно в то же время, когда прибыли два артиста. Означает ли это, что их забрал один и тот же человек? Или это был просто служебный автомобиль, который случайно оказался на дежурстве в тот же день? Никто точно не знает. Но такой маленькой детали достаточно, чтобы привести целую армию в шок. Потому что в мире фандома каждое небольшое совпадение может показаться скрытым посланием. И чем больше новостей появляется, тем глубже фандом погружается в более широкие возможности. Есть одна особенно интересная теория, которая стала горячей темой на этой неделе. Возможно, они выступят вместе в рамках какого-то неожиданного мероприятия или визуального проекта. Причина проста. В следующем году все участники BTS должны завершить свои обязательства. И многие фанаты считают, что компания готовит своего рода разминку перед воссоединением. Если это правда, то одновременное возвращение Чингука и Тэхёна может быть не совпадением, а первым шагом к важному моменту для BTS в 2025 году. Но, конечно, не все относятся к этому романтично или с надеждой.
Некоторые более реалистичные фанаты говорят: не стоит пока слишком уж на это надеяться. Возможно, они просто возвращаются из-за личных графиков. И это разумное мнение. Как мы знаем, Чингук сейчас очень продуктивный период. Возможно, он вернулся в Корею, чтобы подготовиться к новым мероприятиям, таким как съемки, обучение вокалу или промо-проекты в конце года. Тем временем Тэхён, с его плотным графиком работы моделью и международным амбассадором бренда, возможно, просто вернулся, чтобы доделать какую-то работу перед перерывом. Но даже в этом случае в глазах ARMY логика часто берет верх над интуицией. И интуиция фандома в этот раз оказалась особенно сильной. Им не нужны были конкретные доказательства. Никаких групповых фотографий, никакого официального подтверждения. Одно лишь осознание того, что они находятся в одном месте, под одним небом, заставляло многих улыбаться и плакать одновременно. Потому что для фанатов, следивших за их жизнью годами, каждый маленький шаг Тэхёна и Чингука оказался частью большого путешествия. Истории, которая безмолвно росла сквозь время и расстояние. В Твиттере, ТикТок и Уиверс начали появляться тысячи постов. Фан-арт изображал два силуэта, идущих рука об руку по аэропорту. В смонтированных видео были фрагменты их прошлых моментов, сопровождаемые подписью «Вы вернулись в один дом. Желаю вам встретиться». Хештег «Решетка Елчо Мухаммед Экак» стал трендом в нескольких странах, демонстрируя сильные эмоции, вызванные всего лишь одной простой вещью: двумя людьми, возвращающимися в родной город. Но для ARMY это были не просто два человека. Это был символ утешения, единения и надежды. Тем временем СМИ начали освещать этот невероятный отклик фандома. Несколько корейских порталов опубликовали заголовки вроде: Тэхён и Чингук возвращаются в Корею одновременно, и мировой фандом тут же приходит в восторг. Репортаж сопровождался комментарием аналитика индустрии развлечений, который написал: даже без прямого взаимодействия этим двум звездам всегда удается привлечь огромное внимание. Они обладают эмоциональной притягательностью, которой обладают лишь немногие другие артисты. И это была правда. Немногие артисты могут произвести такой сильный фурор, просто вернувшись на родину. Но Чингук и Тэхён, они были особенными. Каждый их маленький жест был подобен искре, которая мгновенно зажигала огромное тепло в сердцах поклонников. С другой стороны, некоторые фанаты начали строить догадки. Что, если после возвращения Тэхён и Чингук действительно решили встретиться, не как артисты, а как два старых друга? Представьте себе, два человека, пережившие так много, наконец-то сидят за одним столом и говорят о прошлом, о будущем, обо всем, что им пришлось пережить в одиночестве за последние несколько месяцев. Возможно, это просто. Но для них и для их поклонников это будет бесценный момент. Но, конечно, на этом домыслы не заканчиваются. Некоторые убеждены, что эта встреча может иметь важное профессиональное значение. Некоторые фанаты вспоминают старые слухи о проекте BTS 2025 Anniversary и начинают связывать их возвращение в Корею с ранним сигналом. Если это правда, то возвращение Чингука и Тэхёна – часть более масштабного плана, который изменит направление группы в следующем году. Звучит слишком идеально, чтобы быть совпадением, не правда ли? Представьте, Чингук уже прилетел, вероятно, отдыхает дома, а самолет с Тэхёном пролетает над Тихим океаном, направляясь к той же земле, к тому же небу, к тому же воздуху. И почему-то, несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств, многие чувствуют, на этот раз все иначе. На этот раз что-то действительно произойдет. Все взгляды сейчас прикованы к Корее. Не только СМИ, но и весь фандом. Все ждут ответа на один и тот же вопрос. Встретятся ли они на самом деле? Никто точно не знает. Но если верить истории, каждый раз,
Когда Тэхён и Чингук снова вместе, обязательно что-то происходит, маленькое или большое, но всегда запоминающееся. Что вы думаете? Встретятся ли Чингук и Тэхён на этот раз? Или это просто красивое совпадение? Поделитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные новости и обсуждения.